Так, устройство лагерей, куда ни глянь, всюду красота. Комнатка, палаточка, умывальники, дайнинг-холл и вот такая кухня. Мясо каждый день, добавки столько, сколько хочешь. Душевая кабинка стандартная, рядом находится 3 туалета. В общем, живем прекрасно. Друзья, всем привет! Многих из вас интересовал вопрос, как устроен быт в лагерях на восьмитысячниках. Сейчас мы на Макалу. Это вершина вон там, сзади. И я вам покажу основные моменты в каждом лагере, где мы останавливаемся, то есть где мы ночуем, где мы питаемся, что мы едим. И, наверное, куда ходим в туалет, есть ли вода в этом лагере. Ну, то есть такие вот основные моменты. Остановлюсь, пройдусь. Это Локпа, Шерпа, босс Макалу Expedition. Welcome. В Хиллари бейскемпе мы ночуем всего 2 ночи за всю экспедицию. Возможно, спустимся сюда еще перед штурмовым выходом, но не факт. Поэтому он считается таким промежуточным. И все усилия организаторов прикладаются к ABC Advanced Base Camp, который на высоте 5700, и туда мы пойдем завтра. Вот такой была моя комнатка в Хиллари бейскемпе. Сейчас переезжаю в палатку. Комнатка комфортная, только вот до половины ее заметало снегом, когда начинался буран, хоть и небольшой. И утром было -5. Палаточка. Когда я приезжаю жить, тут гораздо теплее, чем в комнате. Лежат матрасы, подушка и даже 2 одеяла. Видно, тут 2 ночевали до меня. Мне, в принципе, хватит и одного. В общем, кайфово. И взял за правило себе на каждом привале подъедать немножко еды. Каждый раз, когда присел, немножко свои запасы энергетические пополнил. Поел, попил. Так, устройство лагерей ABC Advanced Base Camp, то есть продвинутый базовый лагерь, находится на высоте 5700. И сейчас я проведу вам экскурсию по этому лагерю. У каждого из участников личная палатка. Они большие, комфортные, в середине матрас, подушка, но ночью все равно холодно. Сегодня было -6, в среднем -9 внутри палатки. Рядом находится 3 туалета. Это вот такие палаточки. Желтая, черная. И там вдалеке еще одна желтая. Туда я не ходил. Ну давайте зайдем, посмотрим, как тут все обустроено. Палатка похожа на душевую, только с одного отсека. Вон висит туалетная бумага. Такой вот унитазик своеобразный, сооружен с камней. И в принципе все весьма и весьма комфортно. Пойдем дальше. Пейзажи, конечно, очень красивые, прям очень-очень. Куда ни глянь, всюду красота. Душевая кабинка стандартная, она состоит из 2 секций. В первой вы переодеваетесь, а во второй уже непосредственно моетесь. Вот ведро с горячей водой, вот еще миску принесли. И если в базовом лагере Эвереста была лейка, и ты мог себе открутить кран, и оттуда бы текла горячая вода, то тут придется так званый bucket shower, с ведерка себя поливать. Но внутри палатки тепло и тоже в принципе кайфово. Так, умывальники. Вот один, вот второй. Утром они подмерзают, но туда заливают кипяток, они размерзаются. Можно спокойно почистить зубы и умыться. Конечно, логично, рядом с умывальниками находится наш дайнинг-холл. Большая палатка, человек на 15-20.
Вот так она выглядит с середины. Тут всегда стоят чайники с теплой водой с чаем. Также есть нутелла, всякие напитки, кофе, джемы, пинат-баттер, да, горячий шоколад и прочие всякие штуки. Кроме этого, чем хорош Dining Hall, тем, что здесь есть возможность зарядиться. Зарядка работает от генератора, включается в 4:30 вечера и в принципе заряжает вполне нормально. Правда, вот в зависимости от пауэрбанка. Ну вот на 3 деления мой зарядился, лежит пока ждет погоды. Еще есть обогреватель, который работает так 50-50, на самом деле на 3. Но мы тепло одеты, и нам он не сильно и нужен. Пойдем на кухню. Здесь находится уже лагерь шерпов, куча бочек, куча снаряжения. Вот сидят, загорают. И вот такая кухня, она даже построена из камней. На маленькая, низкая. Я сам сюда еще не заходил, поэтому зайдем вместе, глянем. Намасте. Вот тут все готовится. Что мы едим, а готовят неплохо. Вон целый набор яиц, всяких штук, даже холодильник какой-то стоит. Но на самом деле тепло и не очень уютно. Пойдем дальше отсюда. Посреди всего лагеря находится своеобразный чертен, возле которого проводится пуджа. Наша вот будет 26 апреля. Главное место во всем базовом лагере. Думаю, по лагерю мы закончили. Покажу еще, чем нас тут кормят. В частности, на этот обед. Кормят, в принципе, неплохо, 3 раза. Завтрак, обед, ужин. На ужин обязательно какой-то десерт. Мясо каждый день. Добавки столько, сколько хочешь. В общем, не голодаем и живем прекрасно. Wow, wow, wow. Okay. Так, друзья, вот вам видео по удобствам в первом лагере. Оно будет коротким. Полчаса копали площадку, полчаса ставили палатку. Все, пока одна наша палатка стоит. Это верхний первый лагерь 6420. Есть еще нижний на высоте 6300, там 4 палатки. Место ветреное, конечно, но посмотрим, думаю, продержимся. Здесь мы будем ночевать 1 или 2 раза всего. Только к 6 вечера мой героический шерпа притащил все вещи с первого лагеря во второй. Честно говоря, я бы на такое не пошел бы. Второй лагерь Макалу находится на высоте 6620 примерно. Здесь уже очень много палаток, он не пропускается. Здесь ночуют все. И есть 2, скажем так, оборудованных туалета. Вон одна кучка, стена, это один. И вот второй. За этой условной стеной небольшая ямка. Показывает, что в середине я вам не буду. И уж поверьте, ходить в такой туалет это только крайняя необходимость. А вот перед нами лодцы Эверест. С этого ракурса я их еще сам ни разу не видел. Совсем другие.